Друзья, всем привет-привет! С вами Лаврентьева Алена, и сегодня у нас будет полноценный, абсолютно бесплатный, без всяких утаиваний урок по сложной коррекции моих ногтей. У меня тут покрытие, которое отросло просто не по-человечески. Тут уже все скрутилось, у меня сухие ногти. Скручивание для меня это абсолютная норма. Сегодня, кстати, ногти будем укреплять с помощью геля-желе. Будет опильная техника, все покажу максимально развернуто и подробно. Но сначала, конечно, нам нужно избавиться от старого покрытия. Несмотря на то, что ногти скрутились, я считаю, что проносилось оно просто прекрасно. Ведь прошло больше месяца, примерно, слушайте, точно так не скажу, но навскидку месяца и недели полторы, наверное, я была в поездках, и у меня ногти просто элементарно переносились. Такое бывает. Так как они у меня скручиваются, они у меня очень сильно сухие, ногти имеют неровную арку, вот такие отслойки со мной вполне себе случаются. Так как у меня была оставлена большая длина натурального ногтя там внутри, он, естественно, скрутился. Сейчас все уберем, сделаем, кстати, четкий квадрат, и ногти, конечно, будут покороче. Длину я люблю убирать с помощью фрезы, и обратите внимание, что пилю не носиком фрезы, когда убираю длину свободного края, а пилю ее более широкой частью. Так точно будет эффективнее. Ну а сейчас мы избавляемся от отслойки. Это мой указательный палец, и ноготь на нем очень сильно с одной стороны подкручивается вовнутрь. И неизбежно это вызовет отслойку, какой бы супер крутой гель у вас не был. А это просто я немножко зависла и любуюсь опилом. Я очень люблю смотреть на опил. У каждого своя медитация. Вот так ногти выглядят уже после снятия. Кожа у меня тоже очень сухая. Сейчас будем готовить ногтевую пластину, точнее в основном ее отросшую часть, и слегка зашлифуем то, что осталось после снятия. На такую подготовку мне очень часто пишут, что это портит ногти, что нельзя их так спиливать, что там от ногтей ничего не останется, но прикол, точнее секрет заключается в том, что на пилку в этот момент давить совсем не нужно. Я слегка царапаю поверхность и чуть ее выравниваю, убирая остатки материала. Вот так вот выглядят наши ногти после подготовки. Здесь мы видим, что ногтевая пластина у меня мягкая, тонкая. Это мое нормальное природное состояние. И также на указательном пальце у меня есть гипонихий, поэтому, когда слишком коротко, его просто бывает видно. Но мы сегодня супер коротко делать не будем, сделаем адекватную длину. Но сначала отодвигаем кутикулу. У меня она, кстати, супер налипшая. И несмотря на все это, я всегда использую тальк. По поводу него, кстати, тоже есть отдельный прикол. На днях на ВБ читала на него отзывы, и что там только не пишут. Хотя, честно признаюсь, что тальк конкретно этот разрабатывала я, у меня к нему были прям вполне себе определенные запросы, и я не преследовала цели, чтобы он был мелкой фракции, потому что на самом деле это совсем неудобно. Тальк после нанесения не должен образовывать шелковую пленку, а должен работать таким образом, чтобы полностью убрать влагу и жир, чтобы ваши фрезы не забивались. Здесь для работы я выбираю фрезу с желтым пояском. Чаще всего для себя я выбираю именно мягкий абразив, потому что у меня тонкая и чувствительная кожа. И если правильно не подготовить кутикулу, то есть не обсыпать ее тальком, желтая фреза очень быстро придет в негодность. И даже после ее мойки и очистки она уже будет плохо пилить, потому что жир очень тяжело вымывается, остатки белка, то есть кожи, тоже сложно вымываются даже в ультразвуке, и по-правильному, по-хорошему бы их просто элементарно ничем не забивать. Но это тоже, конечно, сугубо мое мнение. Я опираюсь исключительно на свой опыт, на опыт работы в салоне. И мы пришли к выводу, что работа по тальку на самом деле в первую очередь бережет ваши фрезы, соответственно, и деньги. Мы тут, кстати, все уже подготовили. Кутикулу я не срезала на данном этапе. И сейчас занимаюсь подготовкой к покрытию. Я использую праймер, он бескислотный. И эффект от него должен быть вот такой: блестящая ногтевая пластина. Он-то как раз и проваливается в поднятый чешуйки во все наши царапинки. Дальше необходимо будет нанести базу. У меня база каучуковая, это универсальный вид базы, я уже неоднократно ее показывала. Она подходит и в качестве подложки, и также может сработать укреплением на небольшой длины ногтевую пластину. Конечно, такую длину, как у меня, укреплять ей не нужно, потому что все-таки она имеет среднюю жесткость, и это нам не подходит. У нас тут не хватает углов, я вот показываю пилкой, сколько
только надо будет достроить, поэтому мы будем использовать твердый материал. В данном случае я взяла прозрачный гель-желе и выкладываю его с помощью кисточки. Продукт очень интересный, знаю, что не все умеют с ним работать, хотя он здорово тянется по воздуху, и им достроить углы там, где их нет от слова совсем, наверное, один из самых простых вариантов. Но продукт надо понять, с ним надо научиться работать, чтобы понимать, как его тянуть. Ну а весь прикол в его натягивании заключается в том, что нужно работать только кончиком кисточки. Здесь я взяла натуральную кисть, и вот в этом моменте как раз хорошо видно, как я его натягиваю. Таким образом создаю как раз-таки недостающую архитектуру. Специально взяла прозрачный, чтобы было видно, как это все выглядит. То есть где мой ноготь, а где то, что я дотянула по воздуху. Вот здесь на большом пальчике тоже получился достаточно хороший кадр. То есть весь этот гель еще не просушен, он сейчас еще сырой, и вот так он стоит на воздухе. На выходе получаются вот такие несимпатичные пирожки. Ну, прям, честно говоря, выглядит страшно и как будто даже уродливо. И по секрету вам скажу, так я проходила целый день, потому что в тот же день я их просто не успела доделать. Оставила вот так, как вы сейчас видите. А на следующий день вернулась и достала циркуль. Это способ, которым я пользуюсь для того, чтобы сделать правильную длину. Потому что, к сожалению, мой глазомер отказывается работать, и сколько бы я ни мерила, все равно приходится перепиливать. Поэтому беру циркуль и справляюсь с этим просто на раз-два. Но здесь, кстати, маленький лайфхак. Я вот сейчас слегка сравняю поверхность фрезой, прямой ее частью, это важно, не кукурузой, а именно прямой фрезой, для того, чтобы поверхность была матовой и у меня карандашик на ней смог нарисовать, потому что по гладкому гелю рисуется на самом деле очень проблематично. Я отмеряю длину самого короткого ногтя от кутикулы до конца свободного края и задаю себе эту длину на безымянном указательном. На среднем делаю на миллиметр длиннее. На большом можно сделать так же, как на среднем, либо чуть-чуть длиннее. Это зависит от ширины ногтевой пластины, то есть чтобы смотрелось гармонично. Но мизинчик, соответственно, у меня будет короче, чем указательный и безымянный. Официально на миллиметр, но тоже советую придерживаться все-таки гармонии того, насколько это хорошо смотрится на ваших конкретных ногтях. Саму длину я снова уберу с помощью фрезы. В моем случае фреза керамическая, можно использовать твердосплавную, просто в работе у меня сейчас такие. Убираю длину, конечно, очень примерно, потому что дальше нас ждет опил. И пока вообще все это выглядит не очень аппетитно, и ногти похожи на какие-то клёши. Но, поверьте, совсем скоро все станет на свои места. Изнутри тоже пока красивого мало, поэтому начнем пилить. Основной опил, конечно, я произведу пилкой, хотя пилить там особо немного осталось. Мы подровняем свободный край, и дальше важный момент. Я возьму пилочку и опилю одну параллель. Я должна сделать ноготь абсолютно ровным с правой и с левой стороны, чтобы он нигде у меня не выпирал и не выглядел пузатым, потому что сейчас пузатые объемные ногти с круглыми бликами, ну, так сказать, не в тренде. Следуем моде, следуем современным тенденциям. Сейчас более такие, как сказать, ровные, плосковатые ногти, абсолютно без каких-либо провисаний, чтобы нисколько они не подклевывали. Обязательно проверяем все параллели. По необходимости я пилочку могу занести прямо под ноготь. Как видите, стенка у меня там провалилась. Но это далеко не последний опил, потому что после основной выкладки материала параллели упадут у меня еще ниже. Я чуть позже это покажу подробно. Пока посмотрим на арку, понимаем, что хочется ее сильно поджать. Она пока клешеная и плоская. Вот так некрасиво выглядят ногти, но они уже опилены для выкладки основного материала. На кончиках у нас твердый гель-желе, поэтому на саму ногтевую пластину мы тоже положим твердый материал. В моем случае это бутылочка с надписью Strong Base, но кто смотрит меня и слушает давно, знают, что Strong Base, по сути, это просто тот же самый твердый гель, но наливает его нам вот в такой привычный и многим удобный флакон. Наношу все по стандартному принципу, использую кисть из флакона, наношу на всю ногтевую пластину мокрый пол, он же тонкий слой, для того, чтобы у нас дальше гель имел возможность растекаться. Обратите внимание, как набираю каплю, обтираю только одну сторону кисточки и дальше небольшим
внимание, небольшим объемом материала я распределяю капельку по ноготочку. Распределяю равномерно, но понимаю, что, конечно, в итоге я буду использовать тонкую кисть. Использую ее практически всегда, ничего зазорного в этом не вижу. Потому что мне нужно, чтобы у меня везде был плюс-минус одинаковый слой геля. Явного большого апекса мы здесь не делаем. И, честно признаться, переворачиваю ногти я все реже. Потому что смысл выкладки здесь заключается в том, что мы натягиваем все, точнее стягиваем все со свободного края, чтобы ноготь был таким прямым. Видите, мало горбинки, более прямой. После просушки, небольшой, где-то секунд 10, наверное, я могу уже поджать ноготь с помощью специальных тонкогубцев. Поджимается твердый материал в тот момент, когда в лампе начинает припекать. Это момент его полимеризации, то есть когда гель схватился и находится в максимально теплом состоянии, это значит, что он будет хорошо прожиматься. Но нужно ориентироваться на ваш конкретный продукт и на вашу лампу. В данном случае я знаю, что продукция, которой я работаю, работает где-то на 10, иногда 15 секунде, плюс-минус, либо ориентируюсь на ощущения клиента. В данном случае были мои. Тут лайфхак с прищепкой. Я думаю, что все поняли, что связано это именно с моими валиками, потому что на безымянном пальце они мне очень сильно мешают. Себе выкладываешь долго, тем более под камерой, и чтобы материал не растекался и не мешал, я могу их вот так заколоть. Вот такая арка у нас происходит после поджатия. Если гель медленный, а арку после поджатия лучше той же самой прищепкой зафиксировать, чтобы он остыл. Но у меня быстрый, поэтому таких проблем у меня нет. Теперь смотрим на толщину, пока все тоже не очень, симпатично. Крупным планом показываю опил свободного края, точнее торца изнутри. Я сейчас взяла опять фрезу для снятия и слегка поднимаю ноготочек, то есть прочищаю внутрянку, смотрю, чтобы арочка стала ровной, и по нижней арке у нас все хорошо. А вот по верхней есть, конечно, еще вопросики и куча неровностей. Заметила, что на среднем пальце поджатая арка меня не устраивает. Тут лайфхак. Я нашла зажигалку в салоне и решила ей воспользоваться. Это официальный прием, обычно им пользуются конкурсные мастера. Был как-то в моей практике и такой опыт, поэтому я знаю, что можно слегка подогреть гель и пока он тепленький, его поджать. Дальше у нас был опил по стандартной схеме. Схему опила я показывала в одном из предыдущих видео. И теперь мы понимаем, что после этого опила нам бы хотелось все-таки почистить изнанки уже на готовность. Для этого я буду использовать очень маленькую фрезу. Она тоже твердосплавная. Важно, чтобы она у вас не забивалась и хорошо опилила. А чтобы не забивалась, нужно обезжирить. И выбирайте нарезку, которая вам нравится больше. Я люблю более крупную, потому что пилит она быстрее. Опиливаю частями, постоянно рассматривая арку и понимаю, нужно мне пилить еще или нет. И на окончательную готовность, вы не поверите, я еще одну фрезу буду использовать. Это шарик алмазный 50 диаметра. Тот шар, которым осуществляется срез кутикулы, либо ее шлифовка. Кстати, у меня нет отдельных фрез для выпиливания и, допустим, работы с кожей, потому что с ними ничего не происходит, они ведь алмазные, мы их хорошо очищаем, поэтому фрезы служат достаточно долго. А вот тут крупным планом показываю частую неприятность и причину расстройства многих мастеров. Вот такая неровная, некрасивая стенка, которую ТВС-кой не выпилить, потому что больно, потому что задеваем кожу. Тут все просто. Для работы возле кожи используем фрезу для работы по той же самой коже. У меня была капля с зеленым абразивом. Вот так чисто выглядит стенка. Таким образом смотрятся наши торцы. Теперь финально убираю пыль. Конечно, в работе с клиентами я такого не делаю. Это делается только на видео, чтобы вам было красиво. Вообще на видео много всего есть, того, чего нет в обычной жизни. Наносить буду красивый красный цвет. Показываю овальную кисть, и, казалось бы, все должно быть легко и просто, но когда красишь под камерой, все не слушается и получается не так, как хотелось бы. А здесь я, кстати, хочу сакцентировать внимание на то,
однослойный должен быть гель-лак или двуслойный. Безусловно, это дело вкуса, но в последнее время даже в однослойных гель-лаках я отдаю предпочтение нанесению в 2 очень тонких слоя. Потому что если я буду наносить лак в 1 слой, я буду слегка довыравнивать, и у меня будут возможны наплывы материала, особенно на торце. А я так старательно все выпиливала и вычищала, и совсем не хочу, чтобы цветник мне попортил мою архитектуру. И как видите, у меня, так же как и у всех остальных, во время прокраса в зоне кутикулы и по синусам может случиться небольшая авария, которую я убираю с помощью апельсиновой палочки. Тем более, что под объективом очень мало места и крайне тяжело попасть. На самом деле, когда красишь без камеры, все так складно, ладно и красиво, а пытаешься показать как надо, и получается вот это вот все. Поэтому остальные ногти я выкрасила просто вне кадра, и сейчас показываю вам уже нанесение 2-го слоя. Он является более простым, потому что у нас уже все прокрашено, все просушено, и теперь мы просто дублируем для плотности цвета. Но также наношу оттенок в очень-очень тонкий слой, потому что хочу, чтобы все мои старания остались видны, ведь мы хотим сделать четкий красивый квадрат. Вот так ногти выглядят у нас в покрытии цвета, и сейчас нас ожидает топ. Я возьму средней консистенции топ, то есть не густой и не жидкий, потому что наношу я его по принципу базы. То есть наношу сначала мокрый пол, промазывая весь периметр ногтевой пластины, и дальше ставлю небольшую капельку. Но капля тонкая, маленькая, и я ее стараюсь распределить очень равномерно по всей ногтевой пластине. И важный момент, эту каплю я очень тщательно стягиваю с кончика, таким образом, чтобы там не было наплывов. И вот такой вот прием, когда кистью слегка поднимаю все вверх. На самом деле там 100-500 миллионов движений, чтобы это было аккуратно. И вот теперь любуемся результатом. Но и это на самом деле еще не все, потому что для суперчеткой формы мы должны использовать снова пилку, мы должны сделать самый последний, уже на этот раз финальный опил. Мы прочищаем торцы, чтобы они были чистые и четкие, и прочищаются не только торцы, но еще и параллели. Я часто вижу и у своих мастеров, и также у мастеров, которые обращаются ко мне за советом, что вы прямо боитесь подпилить торцы, думаете, что что-то будет отваливаться, но это все совершенно не так, потому что это проверенная техника, она рабочая. Видите, я прямо сейчас показываю, как я приставляю пилочку, все это пилю изнутри. Кстати говоря, на момент озвучки, вот прямо сейчас моим ногтям ровно 2 месяца, день в день, и в конце я прикреплю то, как выглядят сейчас мои ногти изнутри, снаружи, и как они отросли. В общем, такой вот у нас получился результат, и после всего этого единственное, что я хочу, это просто искупаться в огромном количестве масла. Прям желание, знаете, замочиться в нем, потому что пока все это пилишь, обрабатываешь, кожа очень сильно сохнет, и увлажнение наше все. Особенно у таких сухих, как я. Теперь пришло время полюбоваться на то, как это выглядело в итоге. На выходе вот такой красивый результат. Я собирала очень много отзывов о своем маникюре, что цвет красивый, и притягивала большое количество взглядов. Конечно, это приятно. Ну а теперь давайте посмотрим, как мои ногти выглядят спустя 1 месяц. Как видите, покрытие отросло, у меня отрастает примерно на 1,5 мм, но если кутикулу подвинуть, конечно, будет больше. Заглядываем вовнутрь и видим, что из-за того, что длина была небольшая, у меня ничего не отслоилось и ничего не отваливалось.